Углеводы играют критически важную роль в организме, обеспечивая клетки необходимой энергией. Недостаток углеводов может привести к различным метаболическим нарушениям и заболеваниям. Лактазная недостаточность представляет собой распространенное нарушение, которое затрудняет расщепление молочного сахара. Это состояние может вызывать гипогликемию и различные сопутствующие проблемы со здоровьем. Глюкоза является не только источником энергии, но также необходима для синтеза ДНК и РНК. Кроме того, глюкоза превращается в гликоген, который служит важным резервом энергии для организма. Глюкоза образуется в печени из молочной кислоты и аминокислот, что представляет собой ключевой этап в метаболизме углеводов. Этот процесс является крайне важным для поддержания энергетического обмена в организме. Инсулин играет ключевую роль, открывая доступ глюкозы в инсулинзависимые ткани, такие как мышцы и жировая ткань. Именно поэтому инсулин является важным гормоном для регуляции уровня сахара в крови. Гипогликемия может иметь серьезные последствия для организма, особенно для головного мозга, который является единственным органом, использующим углеводы в качестве основного источника энергии. Это подчеркивает важность поддержания нормального уровня глюкозы в крови. Гипогликемия проявляется в снижении уровня глюкозы в крови, что может привести к серьезным последствиям. Среди них можно выделить потерю сознания и состояние комы, которые требуют немедленной медицинской помощи. Причины гипогликемии могут быть разнообразны и включают в себя передозировку инсулина, различные заболевания почек, а также нарушение обмена веществ и нерациональные пищевые привычки. Гипергликемия, в отличие от гипогликемии, характеризуется повышенным уровнем глюкозы в крови и может быть вызвана неправильным питанием или недостаточной физической активностью. Это состояние также требует внимания. Гипергликемия может возникнуть по множеству причин, включая гормональные нарушения и психическое возбуждение, что связано с активацией симпатической нервной системы и нарушением регуляции глюкозы. Недостаток инсулина может проявляться не только в количественном, но и в качественном аспекте. Это означает, что инсулин может не выполнять свои функции должным образом, что в конечном итоге приводит к развитию диабета второго типа. Инсулин играет критически важную роль в метаболизме, включая углеводы и липиды. Он способствует транспортировке глюкозы в клетки, что является ключевым для обеспечения энергетического обмена. Инсулин также ингибирует образование кетоновых тел и холестерина, что в свою очередь предотвращает развитие атеросклероза. Таким образом, инсулин выступает в качестве антиатеросклеротического гормона, что крайне важно для поддержания здоровья. Существует два основных типа сахарного диабета. Первый тип, который характеризуется дефицитом инсулина, и второй тип, при котором инсулин оказывается неэффективным. Это различие имеет решающее значение для диагностики и лечения данного заболевания. При диабете второго типа на ранних стадиях может наблюдаться гиперинсулинемия, когда поджелудочное железо производит избыточное количество инсулина. Это может привести к истощению бета-клеток и снижению производства инсулина. Гипергликемия, возникающая в результате дефицита инсулина, приводит к повышению уровня глюкозы в крови и может вызвать разнообразные осложнения, включая жажду и полиурию. Глюкозурия представляет собой наличие глюкозы в моче, что является знаком высокого уровня сахара в крови и может привести к полиурии, потере жидкости и обезвоживанию организма. Лактотоцидоз может развиться в результате активации анаэробного гликолиза при недостаточном уровне инсулина. Это состояние является одним из серьезных осложнений, связанных с диабетом. Гликозилированный гемоглобин характеризуется снижением кислородных транспортных функций, что может приводить к гипоксическим состояниям и другим проблемам с дыханием. Высокий уровень глюкозы в крови способен вызывать микроангиопатии, такие как ретинопатия и нефропатия, что представляет собой серьезное осложнение сахарного диабета и требует внимания. Нарушения обмена веществ, наблюдающиеся при сахарном диабете, включая белковый и липидный обмен, могут приводить к атрофии органов и повышению уровня токсичных веществ в крови. Существуют различные виды комы, возникающие при сахарном диабете, включая гиперосмолярную и лактоцидотическую, каждая из которых имеет свои уникальные особенности и предпосылки. Недостаток инсулина может привести к обезвоживанию и электролитным нарушениям, что проявляется такими симптомами, как выраженная жажда и сухость кожи.
При сахарном диабете второго типа наблюдается развитие инсулинорезистентности, что может стать причиной гипергликемии и истощения бета-клеток поджелудочной железы. Ожирение представляет собой основной предрасполагающий фактор для развития сахарного диабета второго типа, и примерно 90% пациентов имеют избыточную массу тела. Это знание является важным для понимания причин возникновения диабета. Недостаток рецепторов инсулина приводит к блокировке клеток, что затрудняет метаболизм глюкозы. Это подчеркивает важность правильного функционирования инсулиновых рецепторов для эффективного энергетического обмена. Диагностика сахарного диабета включает в себя тестирование с углеводной нагрузкой, которое позволяет точно оценить уровень глюкозы в крови. Это важный процесс для выявления преддиабета и сахарного диабета. Кома при сахарном диабете может быть кетоацидотической или гипогликемической, что связано с нарушениями в лечении и передозировкой инсулина. Это состояние представляет собой угрозу для жизни пациента. Ангиопатии классифицируются на макро- и микроангиопатии, где макроангиопатия затрагивает крупные сосуды, что может привести к развитию атеросклероза и инфаркту миокарда. Микроангиопатии, в свою очередь, поражают мелкие сосуды, такие как сосуды сетчатки и почек, что приводит к таким осложнениям, как ретинопатия и нефропатия, представляя серьезную угрозу для здоровья.